Да, кадровый вопрос стоит очень остро. Да, многие работодатели это понимают и пытаются решать проблему. Кто-то повышает зарплаты, кто-то ставит в организации кофемашину, устраивает корпоративы. Где-то срабатывает, чаще нет. В первом случае работодатели делятся своим секретом и ищут последователей. Во втором раздраженно рассказывают о том, что они всей душой, а работники поворачиваются жопой. Что они просто не хотят работать, а хотят много получать. И та, и другая точка зрения верная и неверная в каких-то конкретных случаях. А что поможет именно в вашем случае? Если пытаться решать эту проблему с точки зрения социальных наук или психологии, то результат будет 50 на 50. То есть может помочь, а может и не помочь в равной степени. Как вам решить проблему текучести кадров здесь и сейчас? Я сам терпеть не могу ролики, и в ответ вы можете найти только в конце видео. Но то, что я вам буду рассказывать, не пустой треп, а попытка объяснить вам научный подход, дать вам работающую формулу, а не какой-то ценный совет. Использовать же эту формулу вы сможете только в том случае, когда поймете, как работает наш мозг на уровне электрофизики. Вы сможете перейти к отрезку видео, где будут конкретные советы, но там не будет каких-то волшебных заклинаний, там, алахамора, которые все решат. Эти советы вы, возможно, уже слышали, но либо не делали, либо делали неправильно. Это происходит потому, что вы не понимали смысла этих действий. Поэтому я рекомендую посмотреть вам все видео и разобраться в принципах работы нашего мозга. В этом случае все разнообразие и алогичность человеческого поведения вам станут понятны. Ваши поступки станут адекватны ситуациям. Вы станете получать реальные результаты. Если же вы и так высокоэффективны, то вы пользуетесь изложенными здесь принципами интуитивно. Для вас этот ролик не будет столь ценным, значимым, да и вообще нужен ли он вам. В любом случае, что делать дальше, решать только вам. Решили остаться? Ну, тогда поехали. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математического моделирования нервной системы. И на этом канале я рассказываю о практическом применении данной модели. О том, как понимание принципов работы нервной системы поможет стать вам более эффективным, более энергичным, уверенным в себе. По нашим нервным волокнам не протекает ни лень, ни трудоголизм, ни картинки, ни звуки. Только электрические импульсы, которые принято называть нервными сигналами. От того, куда и сколько этих импульсов идет, и зависит наше мышление, наши эмоции, наши действия, наша жизнь. Наш мозг– это совершеннейший электрический прибор. И чем больше электроэнергии он получает, тем больше процессов может протекать одномоментно. Когда электричества мало, то наша нервная система переходит в режим энергосбережения. Это тот, что мы называем ленью. То есть, когда ваши работники ленятся, то причиной является режим энергосбережения. Ваши проблемы работодателя нервную систему работника не волнуют. Ее задача выжить самой. Поэтому вы можете выгнать этого сотрудника, но заставить его усиленно работать в ущерб себе и своему здоровью вы не сможете. Вы можете создать условия, при которых выработка энергии в организме работника увеличится. А как это делать? Кнут и пряник. А сработает? А вероятнее всего нет. Почему? До этого мы с вами еще доберемся. Как работает нервная система вашего работника. Ваша, кстати, тоже, но вас ведь интересует, как заставить работать сотрудника. Ведь вы и так идеальны. Нервные пути срабатывают по принципу рефлекторного ответа. В течение всей жизни образуются связи между нервными клетками. Все это формирует огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями. Все наши поступки определяются именно этим опытом, этими рефлекторными комплексами. Эти комплексы формируются, с одной стороны, строго согласно законам распределения электрического тока в параллельных цепях. С другой стороны, их формирование зависит от изменчивых факторов окружающей среды. Что делает их такими индивидуальными, как отпечатки пальцев? Поэтому, когда вы разговариваете с другим человеком и не понимаете его, это нормально. На одни и те же триггеры ваши рефлекторные комплексы и комплексы вашего собеседника дают различные ответы. Эти рефлекторные комплексы можно сравнить с микропроцессорами. Микропроцессор выдает только те процессы и результаты, на которые он запрограммирован. Не удивляйтесь кажущейся нелогичности людей.
Это результат работы их микропроцессора. А что определяет создание программы? Как я уже говорил, наша нервная система – это электроприбор. И для его работы необходима электроэнергия. А откуда ее взять? Единственной структурой, генерирующей электроэнергию в нашем организме, являются рецепторы. Это они превращают в электрический сигнал все виды окружающей их энергии. Они могут преобразовать энергию окружающего нас мира, энергию Земли, Солнца, воды, воздуха, а также рецепторы реагируют на изменение состояния нашего организма. Но выраженное изменение химического и физического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. Получается, что источник энергии всего два. Это окружающий нас мир и внутренняя боль. Те самые пряник и кнут. Про кнут понятно. А почему окружающий мир пряник? Дело в том, что энергия внешнего мира безгранична. И мы берем ее столько, сколько способны переварить. Кушайте, не обляпайтесь. Для того же, чтобы рецепторы среагировали на изменения нашего организма, эти изменения должны произойти внутри этого организма. А для этого нашему телу нужно приложить энергию, в том числе нервную, электрическую. А где ее взять? Использовать энергию внешнего мира. Значит, эта энергия пойдет не на работу нервной системы, а на изменение состояния нашего организма, на зарядку аккумуляторов. Появляется и постепенно нарастает дефицит электроэнергии, поступающий в мозг. В небольшой степени этот дефицит мы ощущаем как лень, в большей степени усталость. В конце концов, этот дефицит ощущается как выгорание. Поэтому, если вы заставляете своих сотрудников делать что-то через лень, то вы выводите их на выгорание. Ваши сотрудники будут либо саботировать ваше распоряжение, либо выгорать и покидать предприятие. И в том, и в другом случае в проигрыше вы. Значит, единственным способом мотивировать сотрудников будет пряник. Но ведь вы повысили зарплату, раздаете печенюшки, а выхлоп минимальный. Что неправильно? Вернемся к той части, где я рассказывал об индивидуальности рефлекторных комплексов. Разные триггеры, внешние факторы вызывают разные процессы. Единственной константой является максимально возможное энергопотребление. Включить энергию окружающей Вселенной и исключить энергоснабжение болью. Если какой-то фактор рабочего процесса вызывает у человека дискомфорт, боль, лень, ухудшение настроения, то как бы вы ни корячились, человек не будет этого делать. Теперь перейдем к практическому применению того, что я вам рассказал. Что вам делать как работодателю, чтобы коллектив горел и оставался постоянным, чтобы выросли и развивались? Уже на стадии профотбора вы должны знать о будущем сотруднике не только, что он может дать, но чего он хочет, о чем он мечтает, что делает его счастливым. Почему счастливым? Потому что эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше его поступает, тем более мы счастливы и энергичны. А ведь вам нужны энергичные, а не ленивые и пассивные работники. Не верьте соискателям и HR, которые говорят, что люди приходят исключительно за большими деньгами. Да, деньги нужны, чтобы жить. Но они редко являются тем триггером, который включает рефлекторные пути с максимальной энергопередачей, что в свою очередь делает человека счастливым. Такие люди действительно есть, но они не работают на вас. Вероятнее всего, это вы работаете на них. Если вы решили взять человека, то вы должны знать о нем все. Что делает его несчастным и, главное, что делает его счастливым. Обеспечьте ему это. Он хочет свободы, разрешите ему самостоятельно принимать профессиональные решения. Он хочет карьерного роста, да дайте ему эту лестницу. Он хочет профессиональный вызов, завалите его сложной работой, но не давайте рутину. Таких советов вы найдете у психологов тысячи. Главное, что я хочу до вас донести, что единственная задача любого человека – быть максимально счастливым и по возможности избежать боли. Ему глубоко безразличны ваш бизнес и ваше руководство. Чем сильнее, быстрее вы вступаете в противоречие с этими базовыми принципами, тем быстрее вы теряете сотрудника. Как думаете, почему огромные корпорации тратят колоссальнейшие средства на психологическую и эмоциональную работу с персоналом? Им некуда девать деньги? А еще раз подумайте. Я рассказал вам о том, как работает наш мозг. А пользоваться этими знаниями или нет, решаете только вы. Более подробно о принципах работы нервной системы
вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставил в описании. Будьте счастливы и полны энергии. Найдите пути сделать ваших сотрудников счастливыми, чтобы они сделали вас богатыми.